a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase the bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. In my brain, running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person. I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself. I never fake it. Seen too many ones that are so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started to outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never. Так, всем добрый день, доброго времени суток, добро пожаловать на стримчик. Сегодня у нас опять рубрика «Специальный гость». Котенко, привет, Котенко Пуфы, стая была первая, привет, Дривер, здравствуй, дорогая. Так, вот, дублируется звук, там у себя погасишь, Серега, потому что я слушаю вдвойне. Работает. Так, как звук, как меня слышно, пишите в чатике, если все окей, то можем, в принципе, начинать. Я понял, я извиняюсь, я забыл нажать на этот... Не, на ютубе звук выключил, в дискорде оставь, и тогда будет нормально. Да-да. Я сегодня, блин, так зашел тоже к одному на стримчик, и у нас двоилось и троилось, и бывает так себе. Приветыч, приветыч, норм, звук норм, значит, супер, все, можем начинать. Это прям радует. Был вопрос, кто хочет. И гостя слышно. Да, гостя должно быть слышно, иначе будет неинтересно. Конечно же, я сейчас кое-что сделаю. Маленькую такую настроечку. Гостя слышно. Супер, супер, супер. Меня теперь должно быть еще и видно. Вообще, до чего техника дошла. Меня не только слышно, мне еще и видно стало. Серега слышно. Репост на месте. Да, кстати, спасибо за репост. Я только хотел это сделать, но если ты уже его забросил, то прям это супер. Так, и вот здесь звук чуть-чуть добавлю, потому что кое-какие настройки мне сейчас не позволяют. Я не буду в настройки OBS залазить. У нас настройка стрима. Да, видно, супер. Настройка стрима во время стрима классика. Так, видите название стримчика, да, то есть специальный гость и Серега написано прям немецкими буквами, то есть канал тоже на ютубе именно вот такими же буквами называют, написано прям в канале у него на шапочке. Поздоровайся, Сергей. Да, привет всем, привет, народ. Привет, собственно, стрим. Да, вот Серега с нами. Говорит, почему бы и нет. Задал вопрос, говорю, не хотел бы ли ты поучаствовать? Уже теперь у нас третий Серега, кто вот здесь такими под вопросиками спрашивает, в котором можно какие-то вещи, которые, может быть, он не рассказывает на стримах, или мы пропустили, он когда-то это рассказывал, но мы это не знаем. Сегодня, может, узнаем что-то интересное для тебя. В описании нашла ссылочку. Да, молодец, Котенко, супер. Вот видишь, зашла в описание, посмотрела, там, в принципе, Дривер старался. Дривер там полчаса вот это все собирал в кучку. Ссылочка на Сергея прям есть, прям в начале описания, чтобы долго вам не искать по всем остальным ссылкам. Хотя, мне кажется, он в середине еще там тоже есть в описании. Но я его уже на первый план поднял, все на месте, все супер. И вот вам, то есть канал Сергея я уже прям вывел здесь на экран. Там много чего. Сегодня будет стрим. Чекан, спрашиваешь меня сейчас или Серегу? И потом, в принципе, мы начнем уже с моими вопросами. Наверное, будет стрим. У меня еще будет по-любому стрим. Если ты про Серегу, Серега, у тебя еще сегодня будет стрим? Я не знаю, ребята, серьезно. Сегодня такой, как говорит, расслабуха, расслабной такой день. Я думаю, сегодня буду играть чисто только для себя. Как говорится, по кайфу что-нибудь рублю.
Супер. Тоже все впрягается в одну игру, в этот же House of the Dead. Все хочу открыть там оружие, короче, секретки. И подготавливаюсь тем же мнением к другому стриму по этой же игре уже с разблокированными вещами. Вот так-то. Ну, супер. Это было вполне такой понятный, внятный вопрос-ответ. Серегу написал Чеканок. Серега вам ответил. Так что, Серега, как вы поняли сейчас из этого всего, там много геймс. Да, Котенко? Он прям четко, он такой тоже игрок. Зайди, кстати, у тебя возрастная категория маленькая, зайди к Сергею, у него на канале есть те игры, когда еще мы играли, когда мы были мелкими, когда ты не родилась. Ретро, он сейчас называет эти игры ретро. Серега как бы это тоже такой, сказать, любитель этих вещей. Я тоже как бы любитель-ценитель, но у меня столько всего нету. Зайдите к нему, у него прям контент, все есть на месте. Итак, с чего начнем? А начнем мы с самого первого, как и начинали с предыдущими нашими гостями. Первый вопрос к тебе. То есть представься о себе, вкратце расскажи, или, может, не так коротко, расскажи о себе, чтобы люди знали, с кем имеют дело. Рассказывай. Ну, как все уже знаете, да, зовут меня Серега. Рожденный в Советском Союзе, город Омск. Переехал в 12 лет в Германию. Сейчас живу в Германии уже. Мне уже сейчас 37 лет. Вот можете уже посчитать, как долго здесь живу. Обожаю, ребята, компьютерные игры с детства, с выпуска электроника. Кто еще помнит электроника? Это такая система с жидким кристаллом. Вот, как говорится, увидел вот эту вот систему, вот с тех времен я влюбился в компьютерные игры. И вот играю до сих пор. Собираю, коллекционер. Играю, развлекаюсь. Вот так вот. Люблю спорт, люблю готовить. Супер. Это, можно сказать, все, что могу сказать вот так вот вкратце о себе. Супер. Привет всем, Бартл Видеогеймс пишет. Привет всем, здравствуй, Юрец, молодец, здравствуй, Юра. Ну, погоди, да, ну погоди, я думаю, это игру, да, это электроника, это, ну погоди, кстати, это еще тема, которая еще в Японии до сих пор эти игрушки есть, и они там еще Они же выпускались. изобрели. Это же копия от Nintendo. Да, это Я увидел копия. самый первый, это был про Лунатика. Мост Да. Лунатика, там лунатики прыгали. Да. Я тоже такой помню, вот как написал Илья, ну погоди, лунатики, потом вот эти вот, ну погоди, там, мне кажется, волк бегал с корзины вот эти, да, сверху вниз яйца собирал. Я собирал, да. Да. Юрец, доставай холодец, супер. Понятно все, то есть ты живешь даже на 5 лет больше, чем я в Германии. Прикольно. А не, 4 года больше, чем я в Германии, да. Тоже Омск, сибиряк, ну я чуть подальше в Сибири, но Омск очень знакомый город мне, у меня там друг оттуда тоже. Откуда ты в Сибири, Олег? Алтайский край. Алтай, ну блин, ну это Алтай. Западная Сибирь, Алтай, Алтайский край. Там прям я прям недалеко на границе с Казахстаном. У нас равнина. Такие вещи, как горы, я не знал, пока не приехал в Германию. Так, итак, сегодня не обо мне, конечно же. Когда-нибудь будет стримчик, где вы можете также меня вопросами в чате валить. Сегодня мы будем валить вопросами Серегу. Да, кстати... А? Давайте, валите. Да, сегодня вырвал бурьян, так сказать. Ой-ой-ой. Минус правая рука. Котенко не надо, минус правая рука. Это плохо. Я только что правую руку начинаю восстанавливать. Так, я просто одним глазиком на чат переключаюсь к тебе. Итак, представился, все понятно. Человек любит игры. Заходил к тебе на канал и не раз показал мне твой канал. Илюха. Было там 320 подписчиков примерно, или 324. Сейчас уже прям вот на пороге возле 400. Играет, сразу видно, человек для себя, то есть не для того, чтобы заработать какую-то прям большую аудиторию, но общение, да, и контент, опять же, тот или иной, который прям нравится тебе. И, то есть мне это импонирует. Я сам как бы включаю игры, которые мне нравятся в первую очередь, и это как бы моя тоже цель. Круто у тебя в том плане. Я смотрел по твоему контенту, что коллекционер, да, игр есть прям на почти каждую консоль, да, у тебя так, я как понимаю. Да, у меня, ребята, реально большая коллекция, можно сказать, с самого начала истории компьютерных игр, называется с 8-битных, и вот до самого последнего поколения называется Next Gen. И
Sega, Nintendo в основном, вот такие вот знаменитые бренды, как Sega, Nintendo, PlayStation, Xbox, всякие портативные, знаменитые, там 3DS, DS, блин, всякие PSP, все у меня есть. Даже, Каждую систему вполне хватает тоже игр. даже Nintendo DS тоже все есть. Вот. Да. У О. меня даже есть где-то видео, ребята, что там обозреваю вот это вот все в своей коллекции и там показываю мои портативные системы, что я имею. Что мне имеется в моей наличии, как говорится, коллекции. Кстати, да, прям охота прям уже это посмотреть в реале. Я надеюсь, в этом году это получится, будет круто, и покажем тогда. Тогда я вам покажу большой обзор на Серегу прям. Я вот, у меня уже составляю план, составляю стратегический план, это все будет такое, да. Есть там кое-что еще, надо будет несколько нюансов обсудить. Но, конечно, самый обзорчик будет ближе к зиме, потому что я буду много записывать, много монтировать, и это должно быть интересно, познавательно, и это должно быть круто. Так, понятно с первым вопросом. Переходим к второму такому вопросику, пункту. Мотивация твоя вот этого всего. Чем сейчас занимаешься? Просто я написал на мотивация. Ну, я не знаю, что тебя мотивирует заниматься именно этим? Вот, чем сейчас занимаешься? Эта мотивация начала, вот как раз отвечу сразу на вопрос, я тут прочитал от Чиканога. Да-да. Начала где-то в 2012 году, как раз пошел вот этот хайп именно в России, там, где был этот, как вот там, Киноман, Соломонов Лайф, вот эти все, короче, ретро, вот эта вот движуха. Ну, и была моя тоже мотивация, так как я люблю вот это ретро, коллекционирование и так далее. Тогда я открыл свой YouTube и начал немного, как говорится, снимать, этим экспериментировать, пробовать с этим. Получалось даже неплохо, вот реально. Получалось неплохо, все было хорошо. Но со временем все равно. Работы было здесь много в Германии. Купил дом, как говорится. Надо было зарабатывать денежки. Ушло все время на работу и спорт. Это все остальное, вот как вот этот. YouTube остался, как говорится, на самом, можно сказать, третий план уже получается. Mm-hmm. Вот так вот. Ну, прошло, короче, время, ребята. К сожалению, в 2012 году я заболел так нехило. Прям реально. И меня государство списало, как говорится, я уже не подлежен к рабочему. К работе, короче, меня списали. Ну, вот начал ходить, искать себе обратно занятия, потому что со временем, когда дома сидишь, тебе давит потолок прям на бушку, прям сильно. И просто так вот, моя вторая половинка мимо проходила и сказала, что ты как не займешься опять тем же самым ютубом? Говорит, ты же играешь, все равно сидишь, ну, говорит, займись вот это, и знакомься дальше, как говорится, и развивайся. Вот появилась, мне кажется, вторая волна вот этой мотивации Ютуба. И я сделал это реально, и вот, можно сказать, уже не живу здесь, но очень сильно, как говорится, часто здесь нахожусь. И моя цель вот это вот именно Ютубом, это чисто знакомство с людьми, с народами, общение. Вот сильно вот это вот мне сильно высоко, мне не хватает из-за работы, мне не хватает социально вот это общение. Вот от Ютуба, можно сказать, я этим заменил сильно. Вот моя мотивация, ребята. Супер. Все, в принципе, понятно, да. Общение заметил. Соглашусь с тобой прям сильно. Я сейчас вот занимаюсь вот последний месяц очень плотно, поскольку был тоже вот на больничном, в смысле до сих пор еще есть. И это, да, я понимаю, если там на протяжении нескольких лет это было вообще тяжело. Я бы не знаю, что бы я делал, если бы я сейчас не занимался ютубом тоже, да, я сидел бы тут вообще по стенам бы карабкался. Абсолютно с тобой в этом плане согласен. Что-то такое есть, потому что ты все время работаешь, в движении находишься, общаешься с людьми, и потом у тебя сегодня на завтра как бы все, да. И это тяжело. Здесь, да, поскольку я только месяц на больничном, я никогда не был там больше 3-4 дней, там, чтобы прям долго так на больничном, и для меня это прям вообще ужас, да. Но здесь, поскольку мы здесь вот общаемся, можно сказать, уже не просто общение, ежедневное общение с вами, и мотивация какая-то такая. Серега вот мотивирует, тоже общается, заходит. Причем хорошо, да, заходил на канал, прям еще у меня гипс был, помню, недельки 2 назад. Зашел, у него там Базука Антон, я, Серега, разговариваем втроем, там общаемся, пишем в чатик, все. И нормально, то есть общение есть, он как бы играет, поиграет чуть, остановился, на паузу поставил, чатик почитал, с нами пообщался, опять поиграл. То есть у человека нет цели, как вот я в тебе вижу себя, у тебя нет цели прям за один стрим пройти игру, а именно общение с нами, да, вот это вот круто.
Да, для меня это отдых. Я еще тоже могу писать, что для меня вообще видеоигры. Это, ребята, для меня другой мир. Я пытаюсь вот в видеоиграх убежать от реальности, вот что происходит сейчас вокруг. И для меня видеоигры это, как говорится, другое убежище. Я полностью вникаю в игру, и вот эти 2-3 часа, что играю, я забываюсь обо всем. И это меня тоже сильно расслабляет и дает отдохнуть тем же самым мозгам и моей психике. Видеоигры для меня это серьезно, это... Это, можно сказать, уж стало уже не все, никак не все, не все в моей жизни, но многое. Много, да. Я также как бы в этом плане поддержу тебя здесь, то, что именно отхожу от этого, от реальности чуть-чуть, отдыхаешь чуть-чуть, какое-то другое и общение. И в последнее время до того стало такой узкий круг общения, мы всех друг друга поддержим, заходим на стримчики, общаемся, даже в Дискорде сидим, играем, общаемся. А тут получается, хоп, ну, думаешь, сейчас уже все, как бы вечер, спать пойду, никого все равно на стриме не будет, спокойненько на стрим включу и поиграю. Все равно приходят, общаются с тобой, поддерживают, это тебя мотивирует на следующий день опять включать компьютер, опять запускать стрим. Это просто отлично. Всем, конечно, вам благодарность, ребята, всем подписчикам, да, что вы заходите, как бы общаетесь в чате. Вот сейчас я смотрю чат, я его даже остановил чуть, ну, то есть он там, смотрю, общение есть. Вам, конечно, за это огромнейшее спасибо. То есть общайтесь между собой, мы тут сейчас поговорим. Я обязательно уделю несколько минут и прочитаю чат. Супер, мотивация тоже, в принципе, понятна. Меня интересует еще такой пункт, я его задал тоже, в принципе, всем. Немаловажный, то есть в последнее время для меня, который я занимает уже для меня почти что час времени в сутки, где я отвечаю на комментарии, потому что их уже стало много. Как ты относишься к комментариям? Понятие комментарии, вообще вот это все. Я отношусь к комментариям, как... Да, ну, я имею в виду, там, отвечаешь на все комментарии, или кого-то игноришь, или просто не читаешь, или что-то там есть какие-то, ну, про комментарии расскажи поподробнее. Интересно. Комментарии я читаю все, или, как возможно, пытаюсь прочитать все. Бывает все равно такое, что я и пропускаю. Да. Ну, в основном я отвечаю лайком и сердечком на комментарии. Мне очень редко, например, я могу оцениться на комментарий и начинать на него что-то отвечать. Я каким комментарием должна, знаешь, как-то реально зацепить вот так вот каким-то интересным вопросом. Там, например, в основном пишут «Привет, как дела?» Лайк оставил, например, ну, как типа такое. Ну, да, это такой классический, да. Да. А вот если что-то реально вот пишут мне вот по вопросам, например, там, не знаю, там, что сделать, как вот так вот, то там я реально могу там комментарии застрять надолго и переписываться, как говорится. Получается у нас такой чат целый, а уже не комментарий. Вот так я отношусь к комментариям. Понятно. Ну да, есть в этом что-то есть. Да, и у меня просто вот есть, если я замечал, недавно, в принципе, разговаривали насчет этой темы. Есть такие комментарии, как вот под копирку какие-то собрали, прям, что прям раз-раз ты смотришь, что этот комментарий ты уже видел, и тебе на последнее видео отсылали. А есть комментарии, где прям вот такой текст, что прям видно, человек писал сейчас, здесь и сейчас, прям именно поделился с тобой своими эмоциями в комментарии, там, да, о твоем стриме или игре, или еще что-нибудь. То есть на такое все-таки есть большая вероятность, что прям ты также ответишь комментарием, опять же, со своим, да. Да, вот смотри, вот тоже вот добавлю комментарий. Ты даже по комментариям можешь сразу заметить, вот кто вот реально посмотрел твои старания, то, что ты сделал с видео, а кто просто так оставил лайк и написал там «Привет, дружище», например, такое, да? Да. Сразу вот это отличается. Вот ты знаешь, окей, вот этот человек реально посмотрел видео, он знает, что про чем, задает реально вопросы. Да. Ну, или ты видишь его, конечно же, он тебя на стриме, в чате пишет, то есть он был активно во время стрима, ты его видел, что он был с тобой, да, это тоже как-то замечается. И опять же, ну, определенное время суток я заметил, то есть какие-то люди там могут, да, там, один утром, если ты делаешь стрим, смотришь, у тебя один народ утром, другой вечером, потому что все-таки много кто работает, да, и... Про стрим, прибью тебя, я не говорю про стрим, я имею в виду про контент, если ты снимаешь видео сам. Просто да, ты про... Окей. Именно... Я не про стрим, я говорю именно про видео. Да. Ну да, там, конечно, там копировочные комментарии такой есть, без этого никак. Все равно приятно. Человек зашел, заморочился хотя бы так, но, конечно, отличаются, конечно, комментарии, приятно иногда что-то читать, то есть какие-то мысли, прям я за. Это супер. Так, сейчас я так буквально так одним глазом в чат. Так, все здороваемся. Котенка.
Тут прям дискуссии. Денис Помойка, Базука, Бартл, Видеогеймс. Здравствуйте всем еще раз. Денчик уже отработал, что ли, блин? Уже вернулся? Сергей крутой, Серег крутой. Ничто не истинно, Алекс здесь. Кедробурт Серега, ё-моё, добрый день. Всем привет. 10-й Лукойл мой. Да ладно, уже 10 лайков. Нормально. Так, я уже еще хочу отдохнуть. Dog Games, здравствуйте и тебе. Добрый день. Продвижение. Не забывайте, что это все работает. Это все равно помощь тебе или твоему каналу. Да, на час надо черный экран выложить и напишут. Крутой видос, отличное прохождение. Есть. Кристан, привет. Денис. Да, Котенко на стриме у Дривера. Я сам обалдел. Олег крутой. Вещи Олег. Да, Антон, только что тебя упоминал. Смотрю в чатик, ты здесь. Отлично. То есть посидим, пообщаемся. Базуку вот познакомился еще вот до Нового года. И, в принципе, вот тоже активный человек участвует. Пока мы еще этого человека не видели на вебке. Пока еще показывают, делает стримы. Знаем, как он голос на голос, а никто не видел, как он выглядит. Так что, кто знает, может, скоро он поставит вебку и будет все нормально. Серега вот видно на вебке. Серега там показывает игры какие-то, там распаковки. Объясняет, играет игры. Опять же, изюминка канала, как и несколько еще других, которые я знаю, что игры именно не вот эти вот, которые сейчас хайповые какие-то там, а что он играет в те игры, которые ему нравятся, какие-то там ретро-штучки, да, которые уже, в принципе, давно забыты, или даже много кто даже не знал, что такие игры есть. Даже можно было бы так назвать. Так что супер, это очень хорошо. К тебе 4-й пункт, это как ты познакомился с драйвером? С драйвером, как я познакомился, тоже, как я понимаю, как я помню. Никак не понимаю, как помню, что был у меня стрим, и забежал тогда Чиканок. И, если не ошибаюсь, Чиканок тогда сделал, как вот там, поделился, короче, с видео. И на это тоже поделился, набежали люди, и пришел ты, и там мы точно так же переписывались, и тоже Чиканок писал, вот тоже Серега из Германии, и то, что Драйвер из Германии, мы начали списываться, мы тогда еще угорали, что мы друг друга недалеко живем, для нас 2 часа езды, это, как говорится, или там сколько, 200 и 300 километров для нас не расстояние. Да. Да, я на стрим пришел, помню, мне тогда показал, да, мне написал на стриме, типа, я еще начал тебе по-немецки писать, а потом мне написал тебе... я говорю, а какой PLC? Помнишь? Я это вспомнил. Мне это в голове почему-то осталось. PLC, после цель. То есть это наш почтовый индекс по Германии такой. Он написал, я смотрю в гугле на карту. Я говорю, вот там типа 230 километров. Нормально, тут недалеко вообще абсолютно. Да, есть такое, Чикан так может. Также я его знакомый несколько, но он, конечно, много кого. Раз, он говорит, вот ищем вот такие каналы, которые поменьше, общаемся, что-то такое интересное, новенькое. Я говорю, иногда вот так вот получается. Я сам так несколько каналов зашел, стрим идет. Я их не знаю, кто такие, давай знакомиться, представляемся, тыры-пыры. А эти ссылочки, видишь, ну, иногда не работает, иногда работает очень хорошо. Так что все-таки есть какая-то в этом... идея, ну, как бы не какая-то, а вот наше знакомство, общение и так далее. Есть, конечно же, люди, которые прям, да, такие ссылочку сами поставят, а зайти к кому-нибудь другому, надо, говорю, ребят, надо тоже этим заниматься. Супер! Как-то так. Чиканок наш, я его называю, знаешь, как лучик такой. Ну. Лучик в нашей такой темной общине, серьезно. Ну да, я... Тянуться, с ним охота общаться. Чиканок, с любовью, Серега, молодец, так дальше. Так, что тут уже сообщение кто-то убрал. Олег, крутой вещи, Олег. 11 лайков, Олег, добра и позитива. 500 подписчиков и все будет. В смысле, Базука, у тебя... ну да, у него будет 450, нету. Ссылку в закреп на канал Серегин. Конечно. А как ты хотел? Я беру, прям вот так вот копируем. Ставим ссылочку в чатик. Это сейчас прям... Это была не просьба, это надо. Мы сейчас это сделаем. Так, Чикатило написал Юрец. Юрец молодец, ты, как всегда, тут даже с тобой не поспоришь. Но он, скорее всего, в плане Чикатило, он, наверное, костылило, да, костылем-то, говорит, по хребту я ему настучу. Нет, Чикан молодец насчет этого. Человеку должно быть хоть капелька чувства юмора, чтобы совсем нет самого, чтобы как-то мир по-другому видел. Почему сразу хайповые игры? Я играю в те
который не играл. Не, просто нет, дело в том, то, что, как сказать, хайповый. Я называю такие игры, которые, допустим, 10-12 стримеров подряд в одно и то же играют. Это вот как раз таки хайповые, можно сказать. А игры, которые, если бы ты включил игру, которую 20 лет назад была, или 15, или какая-нибудь новая игра, но в нее вообще никто не играет. Вот такое, ну, чтобы какой-то интерес такой. Вот это интересно. Опять Чиканок. Он везде залезет. Не то слово. Серега напомнил, что, да, Чикакок. Чокопай пишет, помойка. Раздвинь две половинки, если... Так, Чиканок, ё-моё, блин, тут уже это самое, я понял. Татушник, плей, здорово. Татушник, полгода. Сколько лет, сколько зим. Блядь, с ноября тебя не слышали, не видели. Спасибо, ребята, но если вы забыли, да, вы лучше каждый такой интересный, общительный о своей... Чикакок, Костян, да, я на 5 минут. Костян, пиши в чатике, как дела, я потом попозже прочитаю. Тебя не видели, с ноября не слышали, нифига, человек потерялся. Итак, я здесь открыл ссылочку, точнее, ссылочка сейчас в закрепе на канал Сереги. Здесь все, в принципе, просто. Видишь, уже пока мы с тобой разговаривали, уже плюс одна подписка, уже 389, поперли. Спасибо. Да, это во-первых. Во-вторых, что самое интересное, сразу же шапка канала намек вам должна прям сделать. Я вижу Сегу, вижу Соники, там, Streets of Rage, Konami, вот эти вот Sonic 2, вот эти вот все игрушки, которые прям половина, я даже никогда в жизни не играл, но я как-то с ними знаком или видел когда-то. Sega приставка вот с этими кнопочки, джойстики, все вот это ретро. Сразу понимаете, человек, ну, связан с играми вплотную. То есть у него там нет на шапке какой-нибудь бензопилы, а именно игры. Так, контент. Просто хотел чуть-чуть так вниз раз, потому что я, поскольку знаком-то вот месяц, как мы знакомы, в принципе, да, видно, вот после этого видоса, вот здесь уже ниже я даже сам еще дальше не ходил. Сейчас прям во время стрима смотрю, но, опять же, да, есть ретро, есть вот шортс, ретро-воскресенье, Adventure NES, понятная тема, такую же я у Алекса видел на днях прям. Круто, ретро-игрушки есть, так что забегайте, пожалуйста, ссылочка в закрепе. Сергей играет не в простые игрушки, есть, бывают довольно-таки непростые, бывают кто-то простые, но, по крайней мере, делает то, что ему нравится, ни под кого не подстраивается. И консоль, я вот смотрю, тут Dendy, эти с картриджами, блин, это что ж мое детство. У меня тоже такая Dendy была, где такой еще слоник так делает, пальцы наверх. Dendy, все любят Dendy. Ой, да, это вообще, с Новым годом поздравлял тут, Мария. Ничего себе. Жемчужина в моей коллекции. Вот, шортс. Шорт сразу видно, да, вот пару секунд, а сразу 1600 просмотров, и коллекция, конечно же, впечатляет. У меня только коллекция небольшая на PlayStation 3, у этого человека коллекция на, мне кажется, любую консоль, которую вы можете себе представить, или которую уже когда-то выпускали, у него, наверное, есть. Об этом, конечно же, позже я хочу сам убедиться, но, по крайней мере, шортс, который он делает, можно уже посмотреть, что что-то такое у него уже есть, как бы намеки есть. Показывает вот даже геймбой. Вот такие штучки, помню. Но у меня вот такого-то не было, но как бы потому что не все было доступно. Здесь есть. Сейчас, конечно, некоторые вещи можно за границей купить. Вон картриджи. Ё-моё, он прям смотришь, как этот... Ностальгия такая. Сразу 25 лет назад тебя так откинуло, да, такое, с такими игрушками. Обалденно. Просто замечательно. Но это редкость. У меня один друг так покинул наш свет, у него тоже такая была коллекция, почти как у тебя. Но он еще много брал игр на PlayStation 1, именно в России покупал, да, коренной немец, и собирал коллекцию очень огромную, у него что только не было. Ой, я смотрю, у тебя тут 6-летней давности и бороды не было, и это самое... 6 лет назад еще контент, видишь, был, а мы о тебе ничего не знали. Так что хорошо, что вот нашли, познакомились и будем плотно общаться. Это круто. С удовольствием, ребят, с удовольствием. Здесь прям... Ребята, вот к этим всем консолям и так далее, почему я так собираю, отношусь. Не знаю почему, но вот я вижу, вот, например, даже вот сам геймбой такой, когда берешь в руки, у меня такое чувство, что в этих вещах есть душа, понимаете, что-то. Прям что они наполнены, эти вещи, каким-то... энергия, прям вот реально, для меня они как живые, вот серьезно. Поэтому я обожаю вот эти ретро и играю вот эти ретро-игрушки. Вот старые игры, вот есть столько незнакомых, вот много кому мало знакомых эти игры.
Вот иной раз бываешь, как открываешь и играешь, и у нее столько наполнено эмоций, история, там, как говорится, геймплей, это просто бомба. И вот включаешь, и вот показываешь людям, и вот то, что вот обидно, что вот мало отзывов, вот, именно мало удивляет вот это вот, именно вот таким играм, таким шедеврам время. В основном вот реально, как ты сказал, берут такие хайповые. Вот Resident Evil последний, вот все будут играть Resident Evil годами. Например, там еще чем-нибудь, вот будут играть годами, вот это я никогда не понимал. Как они там начали орать, как они начали там... Да, есть такое. Это да, пройдет несколько лет, и просто у тебя уже здесь контента много записанного, уже давно, 7 лет назад, вот God of War, сейчас только вот играют в нее, там вторую часть, да, вот God of War ты играешь здесь, у меня она тоже есть, вот я еще на PSP играл. Обалдеть, то есть зайдите обязательно, зацените, какие у него вещи есть в коллекции, просто коллекция, я не знаю, кто вот понимает, что это такое, да, то есть какие-то вот такие определенные ретро-вещи, вот я прямо сейчас вот включил видео, такая вот одна из таких распаковок, консоли, все дела. Я вот такую штучку помню, мы вообще в России были, нам такую привозили, вот там вот вставлял картридж прям, тема. Старое видео, ой-ой-ой. Да-да-да, сам давно не видел, я сейчас напомню. Вот у нас на канале, что у Чиканога, что у меня, такая какая распаковка, это уже такая тема, которая, в принципе, частенько встречается, и как бы здесь заходим на канал до Сереги, что мы видим? Мы видим распаковку. А он распаковал там вещи не раз, и вещи довольно-таки интересные. Я вот эти картриджи смотрю, прям, я тебе говорю, 25-26 лет назад. Я вот это все, вот то, что там играли, там, да, у родственников вот такая была консоль с Германии привезенная, еще в России жил там. То есть все, это вообще просто вот шедевры. Вот это вот все. Да, картриджи есть, то есть без интернета берешь картридж, вставляешь, все играет там, да, там. Конечно же, были маленькие минусы. У меня, я хотел как чуть-чуть залезть, хотел про себя не говорить, но вспомню сейчас с твоими распаковками, с твоими вот ностальгическими такими видосами, и тебе вспомнить сейчас приятно, думаю, и люди посмотрят, что ты распаковывал 7 лет назад, 6 лет назад. Это когда у меня у самого была Dendy, вот эта вот такая приставка, но была она таки довольно такого нехорошего качества, сказал бы я, с очень короткими проводами, где-то там с Китая или откуда привезли, но в такого третьего сорта, скорее всего. Провода были ужасно короткие на джойстике, на блоке питания. И когда ты играл с эмоциями в какие-то в контры на двоих, и вот влево, там джойстик резко влево дергаешь, у тебя провода, все отрывается, игра заканчивается, и все, и здрасте. И это вот этого боль, да. Такие вот дела. Так, супер. Вот такие вещи, вот у Сереги заходите на канал, просто заценивайте, смотрите. Я вот смотрю, прямо аж плакать охота, потому что это такие вещи, которые прям, ну вот, ностальгия, которые забрасывают тебе на много-много лет назад, кто раньше был связан как-то, у кого-то была консоль какая-то, та или иная, он ее продал, взял, или подарили, или еще что-то, или сломалось у него. И он видит такие вещи, знакомые себе, довольно, и такой, вот это да, ну... Блин, Супер Марио 3, картриджи такие, все. Я больше чем уверен, сейчас он возьмет эту консоль, после стрима включит, и все будет работать, то есть никаких проблем не будет, потому что все до сих пор еще качественное, да? Все работает. Все вот, это... Самое главное держать в сухом месте, а остальное насрать, сколько лет пройдет это. Да. Я помню, у нас такие, знаешь, когда картриджи там все вытаскивали, там что-то дули, продували, там вот это, знаешь, что это было, мифы вот эти, вот это было. До сих пор так оно есть. Я не знаю, почему так работает, до сих пор нужно продувать картриджи. Не знаю, почему. Ну, то есть ты, да-да, то есть, ну, как помнишь, и я говорю, у нас такое было, вот эти еще, знаешь, такие были желтики, в желтом пластмассе картриджи вот эти вот, есть и такие? Да, толстые, это стиплерские картриджи. Угу. Выпускали тогда от самого Dendy, они такие маленькие, такие желтые, прям написано в Evil Stipler. Да. Есть такие большие, закрывашка желтые, называется TV Game Cartridge. Да. И они на данный момент даже очень редкие, прям из Казахстана себе с пацанами меняюсь, я, короче, шлю им вкусняшки отсюда туда в Казахстан, а им из Казахстана шлют, короче, вот эти вот дендерские вот оригинальные, супер. можно сказать, оригинальные, да? Да. И шлют сюда, короче. Есть у меня, конечно. Круто. Я просто
буквально недавно видел видео, где в Японии делал там человек репортаж. В Японии эта тема не умерла до сих пор. Там ты приходишь в магазин, покупаешь консоль, и вот эти вот картриджи, вот эти вот желтом пластик, как я тебе говорю, до сих пор есть на любой вкус и цвет все игры, которые мы знали тогда еще, представляешь? Поэтому японцам и завидую, серьезно. Блин. Я как только смогу в Японию поеду в отпуск, привезу оттуда эту вещь. 100%. Это вот у меня такая цель точно есть уже. Это прям, я не знаю. Я говорю, когда я увидел это, думаю, не может быть. Я не говорю, причем это, знаешь, картриджи не, как сказать, не подержанные с рук, а именно новые. Новые, селдовые, запечатанные. Да, то есть абсолютно новые. У меня такой был шанс. Ну, сам знаешь, PlayStation 3, она уже как бы все у нас, да, в Германии. И я сейчас покупаю игры только на eBay, да, или Kleinanzeigen с рук. И были у нас пирамиды, буквально несколько лет назад в магазинах, я там последние игры покупал, прям запакованные. Мне кажется, одна игра у меня еще даже запаянная лежит на плойку, представляешь, я даже не распаковал еще. Ну, блядь, ты не распаковывай, ты лучше посмотри, сколько она сейчас селдовая стоит. Может, у тебя такая офигенная акция сейчас дома лежит. Да, я просто... У меня так было, такая тема была с GTA 4, GTA 5. Я их покупал, они у меня 3 месяца лежали запакованы, потом распаковывал, играл. А это я не помню. Если я не распаковал эту игру, я ее так и оставлю лежать, то есть даже не буду упаковку снимать, скорее всего. Но игрушка классная, сейчас ее у нас наш общий знакомый стример играет в эту игру. Мне руки чешутся, но если она еще до сих пор запаяна, я теперь уже не буду, потому что я понимаю, что это рано или поздно будет другая совсем ценность в этой игры, да? Это как бы чуть-чуть не то. Я ее оставлю, скорее всего, как она и есть. Так что не будем обо мне, вернемся опять к Сергею. Таких вот, как у нас говорят, шетсен, такого богатства, вот этого коллекционное такое вот у него вещей, таких много есть. Именно в плане... В ретро перспективе в России называются такие жемчужины. Да, жемчужины, да. У них жемчужины. Да, жемчужины, то есть вещи, которые прям именно связаны вот с такими консольками. Видишь, я вот много чего не видел. У тебя тут интро такая прикольно сделанная для Sega. Sega Gaming, для чего себе прям. Красота. Вот еще одна такая вещь, которую нам показывают. Я даже вот такую вещь я только видел по телевизору, если честно. Я не видел вот такую вот вживую. А у тебя она есть и работает. Это вообще прям что-то. Я вам расскажу историю небольшую вот к этой вот. Да, конечно. Это ребята, когда мы первый раз только вот прилетели в Германию, вот первый день. Я приехал к двоюродному брату, как Дима его зовут. Ну, как у него там ночевали, там не знаю сколько, неделю, наверное, там ночевали, пока мы не приехали в Хайм. И я знал прекрасно, что у каждого немца, или реализовал, что у каждого немца там в Германии уже наша автоматически должна быть приставка дома быть. Я тоже говорю, слышь, Димка, есть приставка? Потому что я люблю эти компьютерные, это есть, да, я поиграю. Что у тебя есть, короче? Он какая-то. Он говорит, да, есть, говорю, сейчас я тебе принесу. И он мне приносит вот эту вот штуку в 96-м году, которая свой собственный экран, цветной, звук и полноценная 8-битная графика. И он мне это в руки сует, а у меня шары большие, я понять не могу, или он надо мной издевается, или прикалывается. Я говорю, а что это такое? Говорит, моя приставка Sega. Я хочу прикалываться, такой, нет. Он когда включил, именно с этой же игрой, которая у меня есть, вот этот вот Hulk, который сейчас это, все, ребята, для меня перевернулся весь мир. Серьезно. И мне оттянуть не можно, как невозможно было. Я с приставкой и спал нафиг. И утром только просыпался, мне брянкал. Вот это серьезно. Мне тогда перевернули весь мир. Я первый раз увидел, что такие есть портативные классные вещи, блин. Это самая первая приставка, с которой познакомился в Германии. Вот это вот Sega Game Gear. Я с PSP, как все помню, брал. PSP, у тебя, кстати, есть PSP? Да, конечно. Супер. У меня все 3 штуки есть. Все то, что PSP-шки есть, все 3 модели, все они у меня есть. А я не помню, какая. Ну, у меня была не Vita, а именно PSP, а как дальше там я было, я не знаю. Что там, 1001, что такое было? Потом есть 1001 и потом 2000 какая-то там еще. Там. Не, у меня 1001, скорее всего, это что-то одно из первых. Ну, это фатка я тоже называю, это толстушка. Болезнь была у нее, как этот диск не крутился, потом все, как обычно, жалко. Ну, дисковод. Да, и дисковод не работал. То есть, класс, консоль, вот, смотри, Sega, да, сколько ей уже лет. И сейчас, я думаю, периодически все-таки так открыть, если включить, она будет все работать, да, то есть... Вот это у меня, да. То есть это просто что-то. Sega Game Incredible Hulk. Круто.
И этот фильмец уже у нас... это 22 марта 22 года. Но еще, в принципе, довольно-таки свежий. Отлично. То есть, вот еще одно плюс подписчикам. Игрушка, да, я видел что-то подобное. Прикольно. Мне напоминает это, как сейчас вот на Nintendo, вот эти 3DS, когда у тебя два мониторчика, только сейчас уже там два. И вот эти вот игры в 2D, прям, блин, ностальгия. Супер. Что, перейдем к вопросикам. Вопрос такой, номер 5. Цели твои на будущее. Как ты видишь будущее, если, ну, я не знаю, с контентом связано или с играми, будешь ли ты еще покупать какие-то консоли, если выйдут новые, или все-таки оставишь ту коллекцию, которая есть, будешь только игры покупать? Как тебе будущее, что? Это вот именно с позиции, вот как вот с болезнью, будущее сильно не выстраиваю. Я в основном живу одним днем, можно так сказать. И вот есть у меня, да, цель, вот что-то, как вот новые игры вот скоро будут выходить, вот прям хорошие, наконец-то, next-gen новые игры. Я хочу их купить, но ничего не загадываю. Вот так. Так выглядит мое будущее на этот контент, на игры и так далее. Ну, то есть, пока коллекция вот эта вот есть, пару игр можно было бы добавить, а все остальное уже как бы... И так уже коллекция, в принципе, довольно... Не будет. Я не впариваюсь, я не смотрю, не ищу, короче, ни там, ни это. Я не это. Получается, беру, не получается, значит не получается. А так вот, в принципе, вот у меня сейчас вопрос такой вот пришел в голову. Я смотрел клипы не раз твои, да, и вот, смотрел контент как-то, и у тебя там сзади вот эта полка с играми. Как-нибудь вообще пробовал посчитать, сколько у тебя игр вообще вот прям? Штук. Сказать, нет. Мне просто было бы интересно, можешь как-нибудь на днях, если тебе скучно будет, записать шортс и посчитать, сколько у тебя вообще игр есть? Мне просто было интересно. Просто такой интерес сейчас вот появился. Именно физическом, как говорится. Да, то есть сколько там картриджев или дисков, просто суммарно возьми, или там напиши, допустим, у меня там 50 картриджев, там 30 дисков, или там 300 дисков. Скорее всего, у тебя там 330 дисков, как минимум, да? Ну, я имею так... Было бы очень интересно, потому что у тебя такая, я бы сказал, для большинства людей, потому что у них столько нет никогда, а тем более в нашем новом таком цифровом мире много игр уже у людей где-то на жестком диске, то есть в цифровом формате они не знают, как картриджи на ощупь, то есть диски на ощупь, и это проблема, то есть если нет интернета, ты не можешь играть, а здесь как бы вот у тебя все есть, ты вставляешь офлайн, как говорится, и сидишь, и вперед, да. Просто интересно было, сколько суммарно. Если, конечно, тебе это самому интересно, будет как-нибудь время займет, скорее всего, я думаю, не 1 минута посмотреть, так примерно посчитать, сколько уж у тебя игр-то собралось. Да? Я вот только сидел, свою коллекцию посчитал, такой, ё-моё, думаю, вот это я даю. Я просто одно время заходил, покупал, сейчас вот опять что-нибудь будет, коробку возьму, и если какие-то дублируются, скидываю, да. И... Есть, кстати, у тебя где-то дублирующие? Или все-таки у тебя тоже ты коллекционер такой, что чтобы у тебя одна игра была в одном единственном экземпляре и все не дублировалось? Есть пару дубляжей. Ну, конечно, есть. Есть такое. Но, ребята, я в основном тоже к теме коллекционирования. Да, я в основном коллекционирую, ребята, те игры, те жанры, которые я сам люблю и сам играю. Вот. Например, есть коллекционеры, я их называю, ну как, или я, не только я, называют много как коллекционеры, этих коллекционеров типа мусорщики, они собирают все. Там Барби они собирают, там, не знаю, про зверюшек, вот такое, знаешь, просто собирают все. А я нет, я даже, бывает такое, что покупаю игру, которую давно хотел, ждал, все, купил ее, включаю, она мне не нравится. Она мне долго не задерживается в моем, ну как в моей коллекции. Ну то есть ты ее продашь потом все-таки? Да. Окей, да. И за эти деньги обратно другое, короче. Вот так. Так моя коллекция собирается. Только собирает то, что мне нравится. Вот так-то. Супер. Это круто. Да. Все понимаю, это, в принципе, нормальная такая тема. Я с тобой здесь в этом плане тоже согласен. Я также сама на PlayStation 3 покупаю игры, которые мне нравятся. Там некоторые игры я еще просто не играл. Если я по них начну играть, она мне не понравится, я, скорее всего, сделаю такой же шаг. А большинство были именно задуманы. И какие-то игры я уже сколько продал. Если бы я все не продавал, у меня вся коллекция была, ужас бы было, да. Супер. Засорять. Вот даже вот у меня есть Facebook группа, ну там немцы, как чисто для Германии с немцев сделал коллекционеры. Да. Там один пацан, если представьте, один пацан собирал, ну ладно, это его на цель, я полностью, как говорится, это. И вот да.
почти собрал все игры для PlayStation 1. Вы можете представить? Ему не хватало там, не знаю, там или 5 или 6 игр, что-то такое, да? А так у него вся коллекция, что вообще когда-то выходила на PlayStation 1. Можете представить себе? Он комнату показал, где эти игры стоят. Но она выглядит, ну, как мусорка, понимаете? Все в дисках, везде, куда ни сядешь, куда нет, везде коробки, стенка, все в дисках, короче. Главное, что были. Главное, что были. Ну, это его на цель, как бы, распускаю, ну, это не мое. Мне нужно так, что я взял, сказал, да, вот эта игра классная, я играл, и мне охота еще раз ее поиграть. Вот. Это факт. То есть я бы тоже согласился. Ну, зачем засорять? То есть лучше возьми то, что ты будешь сам играть. Ну, это мое лично сугубое мнение. Есть, конечно, люди, да, вот эти, как ты говоришь, как ты сказал, мусорщик, правильно, да, вот это вообще было бы. Это факт. То есть абсолютно в этом я тебя здесь прям на 300% поддерживаю. Я сам так уже не одну игру продал, и зачем она мне будет тут засорять, если я все равно в нее играть не буду? Это точно, это абсолютно верно. Я вот сейчас в чат посмотрел. Юля Hot Games, здравствуй. Антон вернется, Базука. И что еще? Приветствую, Стив Геймич, Архмед, здравствуй. Чеканок пишет, точнее спрашивает вопрос. Есть игры, к которым ты возвращаешься с удовольствием, Серега? Да, есть. Делись с нами. Какие это именно игры, к которым ты прям возвращаешься? То есть ты поиграешь 2-3 игры и опять к этой вернешься. Если не секрет, поделись с нами. Да, я очень сильно люблю серии игр Street of Rage. К ним я возвращаюсь частенько, прям зарубаясь. Ну-ка, что люблю. Особенно первая часть, это вообще моя фаворитная часть. Да. И люблю такие слэшеры, как Бога войны, часто возвращаюсь, и Байонета часто возвращаюсь. Окей. Интересно. Еще тут я вопрос где-то видел. Так, Mortal Kombat. Мартуху не надо, слышь, Mortal Kombat началось. Я уже знаю, что за прикол. Just Team Candy Games, здравствуйте вам оба. Энгри, привет. Нюточка, здравствуй. Поцелуйчик. Серега, твой топ-5 игр на консолях. Подождите секунду, ребята. У меня вопрос тут с ними за час. Секундочку, извиняюсь. Да, конечно, конечно. Серега тут вон играет. Когда мои именно Звук врубим. Извиняюсь, ребята. Давайте еще раз. Да не, все хорошо. Серега, твой топ-5 игр на консолях. Окей. Да. Street of Rage. Да. Потом Final Fantasy 8 часть мне сильно нравится. Что мне еще нравится? Блин, мне на нем все, мне, можно сказать, любимые, блин. Ну, прям вот таких вот, из таких вот, блин. Street of Rage, прям я уже последние дни очень часто ее слышу. То есть задела тебя игра за живое, что ты прям часто прям... Я люблю Мурамаса сильно на PS Vita играть. Прям я с собой везде беру, я таскаю. И мне понравилось вот последнее время я вот, ну не знаю, но их много, ребята. Это просто сказать топ-5. Их трудно выбрать, вот серьезно. Я даже развернулся, вот смотрю вот на них, на свою коллекцию. Я что не беру, ну везде хит. Например, ну Dino Crisis тоже классная игра. Но именно, скажем, топ-2, это Street of Rage, это по-любому, ребята. Это просто... Что это, и не знаю. Ну, то есть не просто любитель, ты уже сказать, я бы даже здесь сказал как громкое слово, как ты прям фанат Street of Rage, прям, да, вот это такая. Да, уж прям обожаю. Ну. Это вот такая вот, не знаю. Это очень трудно, ребята, определиться пятерочкой, это серьезно. Да, вот здесь стоит отличный подход, Серега. На PS1 их там более 3000 или 9000. PS1 я вообще сам обожаю. Было бы у меня лишних пару копеек, я бы, наверное, сам занялся коллекционировать игры на PlayStation 1. У меня такая была уже идейка, но прям вообще, я говорю, будет, как только будет к этому какой-то, не знаю, доступ, я начну прям этим заниматься, потому что я тоже такой, PlayStation 1 я когда увидел, в то время для меня было это что-то с чем-то. Как ты относишься к PlayStation 1, кстати? PlayStation 1, ну это, блин, вообще мое детство. После Sega у меня появился PlayStation 1, отношусь очень тепло до сих пор. Офигенная консоль. Особенно, когда включаешь, что это заставка, вот именно PlayStation 1, он до сих пор у меня в голове играет. Ужасно много провели каникул, лето, там столько много игр на него прошли, это просто
часть моего детства. PlayStation 1. Да. Поэтому у меня их 1, 2, 3, 4, 5 штук разных видов. Да. А, то есть у тебя PlayStation 1 есть несколько консолей? Да-да. Да, они же как-то мини там были. Я в Германию, помню, приехал, у нас в России была квадратная, прям большая, прям там вентилятор шумел. В России приехали в Германию, здесь такая маленькая есть. Я такой, о, это что такое, да? Какое-то мини-издание. У меня сейчас стоит форматом чуть побольше, хочу сейчас подсоединить. Я думаю, если мы с тобой как-нибудь пообщаемся, все-таки я найду способ и подсоединить первый PlayStation на компьютер, и это полетит потом. И это будет стримчик, точно. Кайф. Я прям, вот я специально купил третью плойку, мне вторую Slim подсоединил к компьютеру, чтобы я мог стрим проводить по моим играм, которые есть. И вот так вот. А здесь, получается, еще есть и первая консоль, то есть контента будет. Супер. Я смотрю, в чатике одобряют много кто, видят игрушки. Большинство из нас уже товарищи, которым было 30 на днях, а то и больше, и они абсолютно знают, что я включаю, то есть узнают игры по названию, по какому-то, да, и это круто. Вот она, узнаваемость, да, заходите на канал, ссылочка в закрепе в чате. Юля, Аня, привет, Ньюта, Джастыч, все здесь. Вообще черепахи рулят, не то слово, я это видел. И как бы да, черепахи рулят. Что тут еще скажешь? Вот я такой шортс нашел, Nintendo 64, это просто вообще что-то. Я буквально-таки недавно джойстик такой видел, тут захожу к Сереге на канал, у него прям шортс, вот пожалуйста, вот у него такая консоль. Я бы сказал, уже в наше время реально такая вещь для коллекционера геймерского, да, то есть каким он себя, как бы сказать, да, то есть... Белая Nintendo 64, там еще намного лучше шорт, если ты его найдешь, покажи. Да, сейчас обязательно. Я просто некоторые, я вот такие вот хотел бы показать людям, которым меньше 20, смотрите, в которые мы игры играли. Я вернусь обязательно к этому. Потому что интересная штука, если твой шорт смотришь, начинаешь листать дальше, и потом показывают не с твоего канала. Я это не хочу, чтобы именно контент показывать именно с твоего. Я извиняюсь. Не, все нормально. Он не хотел. Вот эту вот игрушку я сам помню, провел не один час за вот этой вот штучкой. Дональд Дак, блин, это что-то с чем-то. Похоже, как идет вот Марио, да, вот сразу прям видишь, такие раз, звездочки такая, какая-то копия Марио. Это да, и детство наше провели мы с мультиками, нам было очень просто общаться с этими игрушками. Так, мой новый микрофон. Да и, блин, молодежи бы вот серьезно посоветовал. Серьезно, молодежь, возьмите, вы поиграйте ретро. Возьмите, просто наберите в YouTube топ-10 ретро там на Sega, тут или Sega Mega Drive. Да. Поиграйте эти игры на том же самом эмуляторе, просто попробуйте их. Ну, серьезно, вы откроете для себя новое предназначение, а не именно вот то, что смотрю, вот этот мобильный уже начинает, я не буду выражаться, короче, мобильный играть, вот такое. Я просто не понимаю, ну-ка что тогда. Я думаю, окей, гейминг начинает, как говорится, для меня в моих глазах маленечко как-то угасать. Потому что у некоторых фантазий нет, игры копируют часто друг у друга, и, в принципе, какие-то компании заходят в тупик. Бывает такое, что ты играешь, покупаешь себе другую игру, начинаешь играть, и ты понимаешь, что это плохая копия того, что ты уже играл, да, или хорошая. Все. Это как бы вот так сказать, чтобы никого не задеть. Бархатов, я попал на этот великолепный стрим. Здравствуй. PS1 и Sega у меня до сих пор есть, пишет Нюта. Да, Нюта, кстати, на днях и говорила. Дочка там играет, как я понял. 4, конечно, графонистая, но что-то не зашла. Вот второй части камбух-то больше. Я думаю, ты про какую-то игру говоришь. Я уж чат общайтесь, конечно же, да. Если что-то будет, там выделяйте нас как-то. Серегу имя или мое имя выделяйте. Я буду отвечать на вопросы. 30, блин, я думал, это пенсионерский стрим и тусовка для пенсионеров. Базука, молодец. Прям вот сразу чувствую. Здорово, Антоха. Антоха, да, Антон еще тот. Чувство юмора должно быть у всех. Нет, просто которым сейчас, допустим, лет 15, они, конечно же, с ретро, как бы сказать, да что там вот эти вот пиксели ваши, да. А для нас-то это как бы детство. Мы сидели там, нам было 10-12 лет, в эти пиксельные штучки играли. Вот игрушку одну включил. И я в эту игрушку играл здесь. Я помню, у меня был первый компьютер, и я взял, знаешь, у нас есть журнал «Компьютер Билд». Я взял журнал «Компьютер Билд», у меня там этот диск был, Taxi Driver, да, бесплатно. Я вот эту игрушку помню, тоже пару выходных провел.
Вообще просто... Аркадная, это, блин, гонка. Вообще, Просто по приколу. Я, короче, покупал вот эти раньше журналы, там диски, там у меня было там 20 игр, 10 игр, они же такие все, да, как бы простенькие. Но, как бы они не были простенькие, смотри, то есть... И потом, кстати, мобильная версия такой игры тоже я как-то встречал уже, да? Тоже... я ничего не видел такого. Я на мобильном... Хорошо, что еще не видел. Да, у меня было на последнем мобильнике, до того, как я мобильник поменял, было, я помню, мы поехали в отпуск, и сына такой, блин, дай папа поиграть, да. И вот он играл тоже. А вот этот такси-драйвер, я помню, блин, ну вот вообще, вот это вот ты мне прям сейчас 15 лет назад тоже так раз, так, или даже 16. Это вообще прям, вот эту игрушку я помню, говорю, получил это, что журнал взял, а там тебе игрушка была. Тимурыч опять здесь. PS1 Slim была у меня, у Чиканга была PS1 Slim, супер. Я тоже скину шорт сегодня, завтра своих приставок. Давай, Ньюта, мы очень будем с удовольствием посмотрим на это, конечно, будет интересно. Шестой пункт, ну как бы он связан и с пятым, с целями будущего. Вот что думаешь делать дальше? Я как бы не знаю, как на этот, ну, что будешь делать дальше, то есть играть или все-таки, ну, больше стримов, больше будет какой-то, может, контент между стримами, что будешь делать? Ну, я не знаю. Если насчет плана, вот именно буду так, как она есть, обозревать то, что я приобрел, ну, что это как по своей покупке или там то, что я недавно выставлял, коллекционное издание вот такое вот, и в основном стримить. Супер. Что я смотрел, на днях тоже вот занимался готовкой еды, барбекю. Знаем хорошо эту тему, сам частенько занимаюсь. Круто, это радует, то есть шортс какие-то есть, вот все знакомо, миско, там то все. Сразу же за вот это вот раз, так, про еду у нас во время стрима вообще плохо говорить. Ну ладно, заскочи. Круссоны, посмотри, вот я просто попробовал сделать круссоны. Не другое там круссоны. Сейчас, секунду. Просто... эти, да. Они просто взорвали, Так ты смотри, 40 лайков, я помню, еще 20 лайк ставил, уже 40 лайков, и ничего себе, блин, смотри, рядом джойстик, фон, тут кружечка, все как положено, у тебя там вон раз, клава, одна, вторая. Не будем о еде, 3300 просмотров, 3381, это нормально, то есть ты посмотри, у тебя барбекю 900, там 1800, там 3300, все, что с едой связано, оно прям, да, работает. Так что давайте делать какой-нибудь фудблог, да, варить, жарить сутками напролет на стриме, и ваш канал взорвется, прям на части разлетится. Еще есть... Извини, что перебил. Слушай, может, что Говори. еще стартануть вот всем, вот, кто тут смотрит, ребятам, и сделать такой, не знаю, как челлендж, и каждый постримит такую игру, которую не стримил пока из нас никто. Вот это было бы круто посмотреть. Реально, вот каждый, вот 100% сказать, игра такая, незнакомый скажет, что хочу ее постримить. Это ты... Хочу постримить вот такую игру, которую ни у кого нет. Вот, честно, вот так вот хотел бы я посмотреть. Ты прям в мой адрес прям стрельнул. Это прям, знаешь, это прям по мне. Я вот прям, как сказать, азарт у меня в этой штучке есть, то есть в таких вещах. Это я прям сразу принимаю. То есть я обязательно включу игру в скором, как у меня этот джойстик буду нормально держать, я включу игру, которую, в принципе, сейчас никто не стримит, наверное, да, я постараюсь. Такая у меня точно будет. Это реально круто посмотреть, удивить, вот серьезно удивить. Давайте удивим просто друг друга и зайдем потом друг другу стрим. Вау, классно, это что за игра? Включите Tekken на PlayStation, да? Да, или Tekken одного, нет, Tekken 3 или Tekken 2 там на PlayStation, ну поиграть, хоть посмотреть вот такое. Я Tekken включил, я говорю, я никогда не думал, что там актив еще даже будет. Я включил Tekken, у меня, сейчас тебе скажу, Tekken какая сейчас тут у меня, 5-я, 6-я, 6, Tekken 6 я включил на стриме, думаю, будет кто, как пришли такие там, вот ты в Tekken играешь, да? Ну, играю, как бы, раньше у нас было такие выходные бои были на PlayStation 1, Tekken 3. Tekken 3 на PlayStation 1, это, понимаешь, когда ты берешь Соньку или берешь там Пауля, там, да, уже бойцов, прям, да, без всяких этих, это прям надо еще посоревноваться. Если человек уже до тебя сутки играл в эту игру, месяц, то есть набился, с ним там тяжело. Круто. Круто, это круто. Я этот челлендж принимаю. Как только я буду прям в строю, обещаю включить игру какую-нибудь на стриме, которая, в принципе, никто не играет, или какой-нибудь такой. Это прям в мой адрес, я чувствую. Это супер.
Так, что у нас там чатик? Все там, ой-ой-ой-ой, я вообще сегодня, блин, я, наверное, чат буду после стрима читать повтор, потому что здесь прям всем огромнейшие, конечно же, лайки, всем, блин, комментариев, подписки. Страйк за музыку на этом. Не страйк, а предупреждение. Ну, это нормально. Да, у тебя музыка там играла на фоне? Нет, с этого брал. С YouTube? Приложений и так далее. Но я знаю, что мне что-то там было. Просто, чтобы тебе ничего не пролетело. Это не, я же звук выключил сейчас как бы. Ну все ништяк-то. Я просто видосы включаю, они как бы я визуально показываю. Иногда вот, блин, картридж, да, сейчас подожди. Я просто включаю вот везде, где я был, сразу же, потому что я сейчас ролики откручиваю до того, как тебе сказать, до того, как еще мы с тобой познакомились, я туда дальше откручиваю и смотрю, и вот допустим, вот, охренеть просто, вот человек вот сидит, да, Серега, за ним сзади полка, эта полка, ни в одном магазине, наверное, в наше время столько игр не будет, тем более еще такое изобилие, разнообразие, такие вот дела. И здесь, получается, вот она и Сонька стоит. Блин, вообще. И сверху вот эти еще фигурки у тебя все стоят. Это фигурки, связанные с играми, как я понимаю, правильно? С играми из серии игр, с календаря. Ага. Ну, я, потому что я, видишь, в этом деле я как бы древний такой человек, да. Я вот заходил, мы на днях вот игры смотрели, тоже там на плойку на 4-ю лежат, на 3-ю больше нету, там 5-я уже начинает. Игры такие все же тоже пластиковые фигурки стоят, я в них ничего не понимаю. Дети мои там увидели, это то-то, то-то, я не знаю, кто это, чего это. То есть я уже отстал от этого и уже все. У меня еще мотоцикл как бы есть, да, из-за этого. Это чуть-чуть, да. Но коллекция внушающая. Вот посмотрите, зайдите обязательно на канал. Ссылочка в чате, в закрепе, пожалуйста. Да, то есть подписка должна идти от того, что вам понравился этот контент, а не из-за того, что вас кто-то попросил подписаться. Из-за этого я не прошу подписаться. Это вы должны сделать сами. То есть, как бы сказать, понять, что то есть вам это нравится, егошний контент, что он играет, какие игры, и, соответственно, когда уже ставите там какой-то комментарий под видео, где вам понравилось, там лайк, соответственно, это все уже на ваше усмотрение, никто никого ни в чем, боже упаси, не заставляет, то есть мы здесь все делаем в таком на чистом взаимопонимании, да, как бы вот так. И да, на стенке вижу консоли, там. Игры, у тебя вот игры прям по полочкам, смотрю, там на PlayStation стоят, там на Xbox я вижу прям, да, отсортировано все, то есть не потеряешься, да, то есть зашел, невооруженным глазом видно, уже по темам все разложено, да. Пытаюсь раскладывать, но не всегда получается. Да, ну я вижу, проблему я твою абсолютно понимаю, потому что особенно вот эти упаковки на PlayStation 2 были, они такие большие были, да, место занимали, там на плойку, на первую или на Nintendo они-то маленькие. А на большую это. Кстати, насчет консоли. Раз у тебя столько много консолей, у тебя, я вижу, все вот это ретро есть. PlayStation 3 есть. Да. Есть. А последнее, знаешь, что я видел в магазине? Мне интересно было. Nintendo там красная Switch, как называется? Switch? Ну, последний это между Nintendo Switch. Да, такая красная. У нее там еще, знаешь, такие джойстики как-то снимаются. Вот это вот. Я так не понял. Switch это, да? Я в нее никогда не играл. Это у тебя тоже уже такая есть в коллекции? Ну, я последний стрим делал же на нее этот House of the Dead, стрелялку вот эту вот. Значит, я не дочитал в описании, потому что я, значит... На свече. Нет, тут стоит Xbox. Это Gears, подожди. House of the Dead, Remake, Nintendo... вот, Nintendo Switch. Смотри, это я название прочитал и смотрю, вот, ремейк стоит. Точно, Nintendo Switch. Но у тебя получается, ты вот эти вот, ты берешь вот так вот консоль, или все-таки вот эти джойстики маленькие ты снимаешь, или как-то там оно работает? Есть этот контроллер, про-контроллер для игр таких активных, чтобы не ломать вот эти вот стики, они все равно маленько чувствительные. Да. А эти стики вот я пользовался именно то, что как прицеливание, как называется, как-то скоп, короче. Да. Как движение вот это, что по экрану прицеливание. Я да. пользуюсь этими стиками. Круто. Ну, то есть... У меня контроллер есть, про-контроллер, чтобы не мучить стики, я купил себе этот специальный, это его хоть там замучим, ему ничего не будет. Угу. Мочусь на свече. Четко. Ну, скоро увидим это в упор. Очень надеюсь на это. Так, что еще? Что мне еще хотелось? Хотелось бы
Еще, конечно же, так, сейчас секундочку на чат. Что у нас там чат-то говорит-то? Хаос у него на свече. Хаос у него на свече. Да, понял уже. Да-да. Браво, Макс! Пропиарь меня. Вот он, и Макс. Позади, как в музее. Ньюта, не то слово. В музее, я говорю, в некоторых магазинах таких вещей нет, как у него дома. Это факт. Потому что коллекция внушающая, еще раз повторюсь. И вот, когда вот такие игрушки включаешь просто. Вот эти вот новые все вот это вот, мне оно не так интересно. Я вот эти игрушки, особенно я когда смотрю, вот эти ретро, особенно если ты еще в них когда-то сам играл, то есть было там 25 лет назад было дело, такой смотришь, блин, а вот же они ж так это самое, до сих пор еще это все есть, все работает, то есть прошло сколько времени, и все равно можно включить, поставить и будешь наслаждаться, правильно? Вот это вот кайф весь. Да. Они вот эти вот новые все 4К, 5К и интернета нету. А здесь получается... Мне бесит ремейки, ремастеры, директор-каттеры и одни и те же игры, блин. Мы уже пару лет играем одни и те же игры, только одни ремастеры. Блин, меня это уже бесит, серьезно. Последние, да, 4-5 лет уже индустрия притормозила, сделали пару новых игр. Кто-то из них, как вот Киберпанк, много хайпа из ничего, то есть не пошла никуда, много всяких багов, торопились. Много чего не выходило, но здесь как-то вот так. Вот, кстати, вот на вот этом я поймался, потому что вот этот вот Battletoads, да, эта игрушка до того знакомая, блин, аж прям, все, и мне сразу как будто, блин, 10 лет. То есть это я помню еще сам вот эти вот, какие у них вот эти удары были уток, там такая рука, там все, да. Вот она, пожалуйста, это как ностальгия. Как ты еще назовешь? Красота, эти лягушки, блин, как драйс, да, у него, видишь, когда при ударе у него такая рука там летит, у того же там брызги, да. Да, и так сбоку пинает, ой, блин, вот они игрушки, вот она ностальгия. И, кстати, на дне Battletoads, да, Серега Плейгеймич тоже такой играл. Что еще? В принципе, все, что такое вот интересовало, может, кто-то не знал о тебе таких фактов, кто-то не знал твой канал. Сегодня мы тебя познакомили, да, то есть познакомили людей в чате. Кто не знал, заходите, знакомьтесь, ссылочка в закрепе. Такие вот дела. Посмотрели, чем занимается, то есть как внушающая коллекция, вот как раз таки картридж для SNES, тут, пожалуйста, игрушек ужас сколько, все одна лучше другой, и все вот это вот связанное с вот этим вот ретро, да, вот стрельба, пальба, и все это знают. Да, лягушки моя любимая игра, пишет Нюта, конечно, это, блин, я помню эту игрушку очень хорошо, и игрушку с лягушками, и, блин, сам не раз дергал за джойстик, и все падало, рушилось, и обрывалось, как говорится, обрывались провода с блок питания электричества, это все отлетало, выключалось, ничего не сохранялось, естественно, не сохранялось, и ты включаешь приставку, начинаешь все заново. Вот это боль. Тут... Хардкор. Вот это хардкор. Да. Игру часами. Да, мы там играли-то еще вдвоем, да, то есть на пару там с кем-нибудь там, и при эмоциях берешь, дергаешь джойстик, у тебя все рушится. Просто вот это вот вспоминаешь, они вот эти вот сейчас, которые играют, я видел новые игроки, 2 метра прошли, сохранили, 2 метра прошли, сохранили. Ну, раньше у нас такого не было. Была одна жизнь, там, где-то на полпути не получилось, ну, начинай заново, тут все просто, как бы, да. Вот это было хардкор, да, тут... Хардкор-рыч, я бы сказал даже. Ну, в принципе, чтобы сильно не растягивать, как бы все понятно. Чат вам всем огромнейшее за это. Спасибо за участие, за какие-то вопросы. И хотелось бы еще напоследок, конечно же, тебе такой вопросик задать. 3 игры твоих, которые ты еще хотел бы поиграть, но не играл, или у тебя нет этих игр в коллекции? Конечно, жду. 2 я могу... Нет, даже все 3 могу назвать. Я, во-первых, ждал, ребята, в этом году Сталкера, нового, 2-ю часть. К сожалению, ее, конечно, еще выпускать не будет. Тут я пролетел, даже очень сильно огорчился. 2-ю игру я жду, тоже нового нету в коллекции, называется Evil West. Это про ковбоя, там охотник на вампиров. Офигенно, Next Gen игра, которую я жду ее тоже сильно. И 3-я игра, самая игра ожидаем в этом году, это Bayonetta 3-я часть для свитча. Блин,
Серьезно, так хочу этой игры дождаться. Она выйдет, как я знаю, тоже в конце осени, где-то так, начало зимы где-то примерно. Надеюсь, что дождусь эту игру. Блин, это просто было бы кайф. Это те игры, которые у меня нету, и я их сильно вот так вот жду. Супер, это круто. Ну, то есть есть какая-то все равно такая маленькая, я бы сказал, даже эта цель. Ждешь, хорошо, как только выйдет, я думаю, пополнишь коллекцию все-таки. Стримить. Я сразу, как только первый день я буду покупать в предзаказе, это уже 100%. И как Да. только первый день придет, то сразу будет стримиться эта игра. Супер, я понял. То есть, если у тебя что-то такое увидим, что это самое новое, и все понимаем, коллекцию Серега пополнил. Я также, в свою очередь, просто, чтобы не было там каких-то громких слов, как будет рука в строю, как вот и обещал, то есть она уже, я начинаю двигать, разрабатываю, скоро будет там гимнастики делать на руку. Я принимаю твой, как говорится, как ты сказал, челлендж, не челлендж, буду я говорить, ладно, будем челлендж, то есть как только смогу, я включаю игрушку, которую, в принципе, сейчас никто не стримит, там, да, какой-нибудь. Конечно же, она будет из коллекции PlayStation 3. Это ни для кого не будет секретом, потому что только там у меня так много игр. В Steam только парочку, чтобы стримить. Такие вот дела. И это будет, думаю, интересно. Надеюсь. Я постараюсь найти какую-нибудь такую изюминку. Такой же фанат ретро-игр. Были у меня как-то такие темы. Но надо будет попробовать вернуться и поиграть. Потому что вот такие вот ностальгия, да, что-то в этом есть. Да, какое-то вот что-то в детстве играл, смотришь, и вот заходишь и на стримы вспоминаешь, и круто. Что-то там круто, может тоже когда-нибудь поучаствовать в таком стриме. Базука, пиши мне обязательно в личку, напиши мне. И в Дискорде можешь написать, спишемся потом как-нибудь. На следующей неделе можно будет, на следующей неделе. Сейчас пока время нет. Ну, там, потому что есть определенные эти, да. Небольшой спойлер. Завтра, у кого время будет, соответственно, завтра будет подобный стрим с еще одним гостем. Так что всех welcome. Серега пишет. Серега, 26 мая выходит новая игра. Надо связаться, поговорить, когда начнем играть. Тоха, мы же говорили это обязательно. Мы поиграем вдвоем и вдвоем постримим. Все. Вот. Тут никто не забыл. Я тоже эту игру жду. Да. Вот, помню, Нюта пишет, помню, сижу, играю, дошла далеко, тут заходит мама и говорит, все, Нюта, пора делать уроки, выключай приставку, боли, слезы, Нюта, сейчас мы также делаем нашим детям, они играют в PlayStation, заходим, выключай, они, дай мне еще надо пройти чуть-чуть, а раньше то же самое было и с нами, абсолютно с тобой согласен, те, кто родители сейчас, они понимают меня, это все вот именно вот так. Спасибо тебе за компанию, что поделился с нами какими-то вещами, которые, может быть, кто-то не знал от тебя на стриме. Если что, в ВК тебе черкану. У меня ВК нет. Базука, напиши, пожалуйста, в Дискорде. В Дискорде ты у нас есть. Мы уже с тобой как-то созванивались. Не, я пока с ОБС разбираюсь. Нет, ты мне в Дискорде, говорю, как-нибудь напишешь, а потом разберемся. С ОБС. А ОБС тебе не надо, если будешь у меня так на таком стриме. Да, дело в том, что сейчас игры сохраняются. Да, Нют, об этом мы вот 3 минуты назад упомянули, это точно. Потому что сейчас они пройдут 2 шага и начинается все сохранять. И это, конечно же, совсем не те эмоции, не те впечатления. Я сам это вижу. Вот, да. Много чего сохраняется. Раньше у нас было вот так вот. Играешь на консоли, дергаешь эмоциями. Мы играли, я помню, вот этот Battletoads. Я еще много проводил времени с другом. Вот этот Контра. Серега, тебе тоже Контра такая штучка говорит, да? 100%. Раз такой коллекционер. Контра, это еще была та тема. Вот, пожалуйста, вот коллекция Серегина вам показываю. Прям шот, чтобы да, у него коллекция Резидента. Это вообще... Вот это я понимаю. Вот это вот истинный резидент. Нюта, смотри, сколько у него резидента, Нюта. Олег молодец. Алекс, привет, ничто не истина. Алекс, спасибо, что забежал. Вот это внушающая, я бы даже сказал, резидента коллекция. Что как раз таки, что с тем я вообще не знаком. Я знаком с коллекцией резидента только по стримам Hot Games Юли и Ньюта Angry Wolf. Такие вот дела. Серега, тебе благодарочка за участие. Спасибо большое.
Спасибо. Тоже почитали. Время уделили, поговорили со мной. Всем Да. ребята, огромное спасибо. Спасибо за поддержку. Вам от себя желаю серьезно. Играйте хорошие игры. Серьезно. Вам незнакомые игры, чтобы те игры, которые вас развлекают, и не гоните за хайпом. Ну и, конечно, здоровья, ребята. Здоровья. Только Да. здоровья. Да, без здоровья играть все равно вы не сможете, так что здоровье в первую очередь, это факт. Да, вот Нюта видит резиденты. Вот, пожалуйста, Нюта, вот человека коллекция прямо этих резидентов, там, ё-моё, это для меня вообще, там, и на Wii, я смотрю, у тебя Nintendo Wii, PS4, PS3, компьютер, там, поди еще, PlayStation 1 резиденты, вон, ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот парадиз резидентов, да. За это, конечно же, прям зайдем. Что тут у нас? Юля здесь уже поставила. Класс. Юля здесь есть. Я здесь прямо так тоже поставлю. Потому что это круто. Вот такие вещи, конечно. Почему-то вот я хочу комментарий ставить на шортс, а мне выплевывает. Ладно, я с телефона сделаю. Вот дает. Отличный стрим, супер тема, спасибо, да, потому что тема общая, человек, так же, как вы, я и все остальные, кто мы друг у друга общаемся, много играем, заходим друг на друга на игровые стримы. У меня чуть-чуть такой чуть-чуть другой, отхожу в сторону от игровых стрим, именно я вам показываю людей, которые также вот играют много, и, то есть, Серега один из тех, кто не только играет, еще и собирает. И довольно-таки реально приличная коллекция. Супер. Отлично. Спасибо тебе за это. Поделился с нами и такой информацией. Ну, а там, думаю, дальше больше. Думаю, все будет интереснее намного в будущем. Как что-то новое появится, мы поняли тебя. То есть выйдет на канале. Это круто. И я, в свою очередь, тоже постараюсь, как что-то новенькое у меня будет. Там, и мы тоже с этим займемся. Всем огромнейшее спасибо за участие в стриме, за вашу активность в чате. Прям я даже иногда не успевал уже читать. Я, конечно же, чатик весь еще прочитаю. Чат всегда сохраняется после стрима, я его не удаляю, ничего. То есть все можно вот проверить, посмотреть и прочитать. Спасибо вам всем. Мы все это видели, отвечали на вопросы с чата. Сергей ответил на несколько моих вопросов заготовленных, которые, в принципе, я задавал не только ему, уже были другие гости. И думаю, в следующие дни у нас еще будет несколько гостей, с которыми мы пообщаемся, повеселимся, поспрашиваем, может, какие-то интересные у них там есть планы, я не знаю, посмотрим. Всем пока-пока, до новых встреч. Нют, тебе спасибо большое. Базука, Алекс, Ничто Нисина, Чиканок, Тим Кенди, Just, Юля, Hot Games и многие-многие другие, кто был. Всем, конечно же, громаднейшее спасибо. Забегайте. Сегодня, я думаю, попозже, кто знает, никто не знает, в том-то все и дело. Попозже все может быть. Так что мы еще обязательно, думаю, на YouTube увидимся чуть-чуть попозже. А на этой минутке я вам всем говорю, что продолжение следует. И пока-пока. Да, всем пока. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off on a limb when I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.